Hey everybody, this is Daniel production channel Нам Тусунауга. My name is Daniel, I'm from Russia, from Moscow, и я изучаю хинди. Сегодня мы продолжим тему Деванагари, письма хинди, и не только хинди, но в данном случае в рамках хинди, конечно. Subscribe to this channel if you haven't done this yet, put likes, write comments, share this video with your friends, click to the notification bell to get notifications from this channel. So let's start. Чё я такой грустный здесь? Что происходит? Что с глазами? Что это такое? Я не знаю, в чем проблема. В общем, ладно, смотрим дальше. Сегодняшней темой будет, как я запоминаю буквы. Вообще, сначала для меня все эти буквы были какими-то страшными монстрами, как в фильме «Тари Замин Пар. Звездочки на земле». Кстати, вот он только что убил букву Пха. Бедная буква Пха. Есть вариант посмотреть фильм «Бродяга», конечно. Бичигаданна, бичигаданна. Но там не все буквы, поэтому я сегодня расскажу, как я запоминаю эти буквы. Я считаю, что метод ассоциации — это лучший метод. Не все так считают, но для меня это проще всего. Если у тебя с чем-то ассоциируется эта буква, то и проблем нет. Буква «Э». Здесь все легко, она и похожа на букву «Е». Как писать-то, подождите, вот так. В принципе, запомнить можно. Можно перепутать с другими буквами, конечно, но что-то в этом есть. Переходим к моей любимой букве. Почему это моя любимая буква? Потому что она самая милая. Это буква «Ла». Ну, посмотрите на это, ну, явно на сердечко прям. А как я ее запомнил? Да просто потому, что буква «Ла» — это буква, с которой начинается слово «любовь» в русском. Ну, не только в русском, кстати, да, по-английски «love». Поэтому «love», сердечко, любовь, и очень легко запомнить. Со следующей буквой тоже все понятно, и тоже будет отсылка сейчас к английскому языку. Это буква «Ра». Она очень похожа на букву «R» в английском. Хотя вот этот звук больше похож на букву «да», но об этом уже как-нибудь потом. Тут не надо вообще ничего запоминать, пишешь половинку буквы «R» без черточки, и все, и получается «ра». Дальше идут мои личные ассоциации. Как я запомнил букву «ма»? Ничего примечательного в этой букве нет, казалось бы, кроме одного завиточка. Завиточек один, а мама у нас одна. Мама начинается на букву «ма», так что «ма» — это буква, где единственный один крючочек. Я не знаю, эта ассоциация у кого-то сработает или нет, кому-то это поможет или нет, но следующая еще более странная ассоциация — буква «бха». Там два крючочка. А два крючочка — это значит, что это слово можно запомнить так. Мама-то бывает одна, но братьев может быть двое. Да, логика так себе, конечно, их же может быть и трое, и четверо, и 10 человек. Но их же может быть двое, да, ну чисто теоретически. Представим, что их двое. Поэтому вот, пожалуйста, два крючочка. Следующая буква «на». Как я ее запомнил? Вот какой-то такой крючочек, да, получается, у этой буквы, и все, и больше ничего нет. Вот она. Здорово объясняю, конечно, ничего не понятно. Ну да ладно. Мне показалось, что это похоже на человека, который откинул ногу и вот так вот ее каким-то... Как можно ногу вот так опустить? Да, можно же так. У меня почему-то такая ассоциация, что вот он ногу приподнял такой, и вот это вот нога. А нога по-русски начинается на букву «Н», так что это будет «на». Следующая, кстати, немножко тоже танцевальная буква «та». Почему это буква «та» танцевальная? Потому что танец по-русски начинается на букву «та», и это похоже на то, как человек ноги тоже так хоп, и это еще вот так вот осталось сделать, и... Хотя как можно запомнить, что из них что, если ассоциация примерно одинаковая, тут уже вопрос более сложный. И теперь король ассоциаций предыдущих. Самая сложная ассоциация, даже я ее забываю иногда, хотя я ее придумал. Буква «тха».
Тха на хинди это был. Выглядит она как большая такая то ли двойка, то ли нос чей-то. И тут начинается история русской литературы. Потому что кто был? Был когда-то Гоголь, наш русский писатель, очень известный в России. Он был, сейчас его здесь нет, значит Тха. А почему Гоголь? Потому что у него был длинный нос. Вот этот огромный нос, это и есть Тха. Я сам в шоке от этой ассоциации, но каким-то образом вот так мой мозг решил запомнить это. Пишите в комментариях, как вы запоминаете эти буквы или буквы из других языков, какие-то забавные истории, связанные с этим. Subscribe to this channel, put likes, click to notification bell. And share this video with your friends. Пиарики, пермиленги, чальте.